Я приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала. Вчера поступил к нам звонок по поводу утонувшего экскаватора. Произвели предварительный осмотр. Вчера воды, конечно, было меньше. Сегодня прибыло сантиметров на 15-20. Сиденье в тракторе затоплено. Воздушный фильтр затоплен. Ситуация немножко усугубилась. Но нас спасает, скажем, лес, который находится рядом, и опыт. Прежде всего надо, самое сложное обычно бывает зацепить. Воды очень много прибыло за ночь. Пробуем сейчас чуть-чуть откачать ее, откопать, добраться до буксировочной петли. Хорошо, если она с этой стороны. Вообще частенько они с обоих сторон, но все бывает. Были у нас случаи, когда и не было буксировочной петли. Это будет самое плохое. Сначала мы никогда ничего не раскладываем полиспаст, пока не зацеплен трос. А когда трос зацеплен, то уже куда денешься? Трос-то жалко бросать. Уже приходится работать до конца. Никит, нырнешь туда, чтобы подснять петлю? А? Сергей, вчера вы говорили, что у вас есть возможность привезти сюда пару ребятишек крепких. Если есть возможность, захватите, просто ускорит процесс. Потому что вода поднялась сантиметров на 15-20. У меня нет. Сейчас подвезут двоих помощников, притащим мы сюда мотопомпу наконец-то и выкачаем немножко воды, чтобы можно было видеть, хотя что копаем. Рома очень оптимистично был настроен. Я не думаю, что мы может быть, здесь за день даже справимся. В данном случае вот здесь вот непонятно пока что, где мы стоим. Вроде бы здесь более-менее твердый грунт, но все равно, да, потащим. И тащить особо тоже далеко некуда, сразу лес начинается. Завалим! Да, возможно, придется что-то пилить. Тут еще и лэп идет. Ну и самая главная сложность, которую я вижу, это то, что у нас в том направлении, куда мы будем тащить, вообще нет никаких якорей. То есть, ну, обычно вес Урала хотя бы выполняет уже какую-то роль якоря. Недостаточную, но все-таки. А здесь, получается, он вообще у нас будет стоять в стороне под 90 градусов. И там тоже мы ни на какие якоря в виде тяжелой техники рассчитывать не можем. Только вот этот вот лес, ну, он стоит не на очень прочном грунте. Вот, поэтому не представляю даже, какую паутину придется, может быть, кинуть, чтобы все у нас получилось. Мне кажется, весь снег вокруг тает только потому, что я потею. Вот так. Пошло! Да, откачиваем на малых оборотах, чтобы вода успевала, вся, которая вокруг трактора собралась, уходить. А то иначе обороты дашь, чтобы сразу выплюнет все там из этой лунки. Сачок, как для бассейнов. Да? Листочки. Ну, это убрать. Всем привет, меня Сергей зовут. Отдал приятелю трактор ненадолго поработать. Закончилось все, чем видите. Как закончится, еще непонятно. А что чувствую? Чувствую кучу эмоций. Ну, положительных, наверное. Что, уже все произошло. Теперь надо разбираться, вытаскивать и спасать. Познакомился с парнями зато. Так что нет худа без добра. Хорошо-то. В результате удалось нам добраться до буксировочной проушины мы откачали воду, весь ил
И вот сейчас Роман там зацепил уже кольцо большое, на которое мы будем вешать 2 силовых троса. Один из которых как раз вытаскивал экскаватор с Комбат Крю. Все прекрасно, природа, дятлы, снег. Все хорошо, все как мы любим. Сейчас чайник поставили, чайку попьем и продолжим. Ощущение странное, когда утонуло, было много переживаний, страхов. Ну, техника дорогая. Все это очень неожиданно. Никого не виню, в первую очередь, наверное, себя, потому что не углядел, как прораб этого всего безобразия. Сейчас все равно волнение, переживания, надо все вытащить до темна. Темнеет рано, поэтому Роман и мы готовы. Ну что, Серег, делаем? Давай сейчас неси шестерки. Шестерки И девятки. Окей, я сейчас принесу и пойдемте чайку попьем, у меня чайник вскипел. Хорошо, давай. Специально для тебя я взял одноразовые стаканчики. Ну что, положил бы камеру, помог бы искать. Мы сегодня с Серегой на стоянке встретились в 6 утра. Выехали в 9. Жена спрашивает: вы 3 часа собирались? Я говорю, ну это ж не так, что в магазин взял, там, скажем, пакет и вышел, да? А когда закончишь, еще 5 часов будешь разбирать. Ну что, друзья, зацепить у нас все получилось. 3 часа работы лопатой, и все окей. Поэтому сейчас мы разложили стропы, блоки повесили, и будем сейчас протаскивать трос, собирать полиспас. А по окончанию работ зацепим уже Урал, выставим его, зацепим и начнем тащить. Силы уже на исходе, а трактор еще на прежнем месте. Можно выдать трос принудительно из лебедки, но зачем солярку жечь, когда столько народу? Он бессовестный. Хватайте. Давай, тащи. Охрана, стоят охрана. Сережа сказал подержать трос. Он попробует ехать, удержу я Урал или нет. Зараза, действительно поехал. Мотай! Нормально. Сейчас идея какая? Мы вешаем сюда динамометр, привязываемся вот там к березе, которая впереди у нас, через блок. Возвращаем трос сюда на динамометр, снимаем машину с тормозов, с ручника и работаем таким образом, контролируя усилия, которые будут пытаться меня стащить, когда я буду работать задней лебедкой. И таким образом я смогу контролировать усилия, с которым я буду вытаскивать трактор. Усилия на всех трассах. Зачем я с этой стороны заходил? Не знаю. Серега красавчик, как обычно. Выручает всю ситуацию. Все на себе. Руками просто завел экскаватор, мертвый, без аккумов. Ну что, завели, да, стягивающий не работает. Серега намочил палец в болото, запихал и замкнул стартер и втягивающий, и все завелось. Зубы трещали, Да, да, все слышно. Но все получилось. Все отлично, да.
Мы договорились, ты натяни все это дело, чтобы, грубо говоря, хотя бы было в натяжке. Да, он поднимается наверх, просто стрела его пока держит. 4 тонны на тросах. На каждом тросе по 4. О, вышла стрела. Подожди, ты сказал, когда тащить. Очень большое напряжение, комментариев нету. Трактор идет потихоньку, стрела двигается, заведен. Работа идет. Надеюсь, все хорошо. Движение идет. Тащи, Серега. Это весь пласт земли, он весь двигается. А что тут говорить, Никит? Рано пока, ты видишь ситуация? Ему легче становится. То есть Как? он вот эти Когда он правой гусеницей копает, правой гусеницей назад, а левой вперед, чтобы развернуться немного. чтобы Давайте немного попробуем. развернуться. Я пытался это объяснить. Ну так сейчас мы специально и остановили работу, Да, чтобы сейчас это осмотреться и скоординируем это все. скоординировать действия. Да. Пишут в инстаграме, чтоб я сам не затонул. Не дождетесь, говно не тонет. Это ты ответил так? Конечно. Да ладно. Ну 14 ладно, но 200 я понял, нормально. Впечатления Там внизу, здесь, самые пока положительные. Он, по крайней мере, выбрался из ямы. там есть ключи. Сейчас заглох, скорее всего, попала грязь в топливопровод. Вот. Там Сейчас не прокачиваем коробочка, систему, пакет, будем заводить. пакет. И дальше, надеюсь, он своими силами уже выйдет. Станет ровно, завтра приедут механики, обслужат. И будем выезжать на сухое. И туда заметь. Че, учите матчасть, все хорошо, что хорошо заканчивается. Как видите, результат налицо. Ура! Ну что, кто молодец? Я выполненной работой остался доволен. Никто у нас не верил, как обычно. Но мы сделали все за один день. Быстро и качественно, правильно? Да, спасибо за эту интересную, увлекательную историю. Постараемся больше не сталкиваться, но это жизнь. Да нет, спасибо, на самом деле, молодцы, справились с задачей. Так что мы сейчас собираемся, а трактор завтра обслужат, и он поедет дальше на работу. Да? Надеюсь, с маршрута больше не собьется. Да? Туда руки Компания Марс, Роман и Сергей, нет слов, профессионалы с большой буквы. Все сделали быстро, грамотно. Откликнулись сразу на нашу просьбу о помощи. Приехали в ночи, все посмотрели, с утра уже были на месте, работали. Довольны. Все отлично. Да. Ну, время 6 часов вечера у нас. Стемнело давно, сейчас рано темнеет. Но успели мы все сделать за день. И я очень доволен, потому что, честно говоря, сомневался. Но в результате все, и завести удалось. И поэтому тяговые усилия, тот полиспас, который мы собрали, там примерно, помню, где-то на 35 тяговые усилия, ну, этого оказалось достаточно. Вот, и поэтому все прошло удачно. Хотя такая вот эвакуация, что у нас одни деревья в качестве якоря были. Ну, это первый раз такое было. Вот, машина у нас стояла вообще в стороне, там под 90 градусов, где-то совсем далеко, там метров за 70. Вот, но, тем не менее, все получилось. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, смотрите наши видео.